Здравствуйте, друзья! Вот такая интересная фотоловушка мне пришла. А интересна она тем, что специализируется на съемке птиц. Давайте детально ее рассмотрим, поснимаем на нее и проверим, насколько она актуальна и для чего она нужна. Вот так выглядит она сразу из коробки. Как видите, она напоминает кормушку для птиц, чем собственно и является. По сути, это кормушка со встроенной фотоловушкой. В комплект нам положили книжечку. Я, если честно, даже не открывал. Возможно, там даже есть инструкция на русском языке. Но этого мы не узнаем, потому что инструкции мы читаем после. Второй ненужный предмет – это вот этот шнурок. Уже не помню, как он называется, мини-USB вроде. Таких у меня уже куча, и нигде они не применяются. Пора бы уже переходить на что-то более современное. Также положили вот такой ремешок. Сразу скажу, это лучший ремешок, который я видел в комплектах фотоловушек. Он прям такой широкий, длинный, с хорошей металлической застежкой. Однозначно вещь. Дальше у нас тут вот такое крепление. Касательно фотоловушки, не знаю, но у меня примерно такое есть для GoPro. И вещь очень удобная. Однозначно буду этим пользоваться. Также нам положили вот такой отличный крепеж. Это тоже прям сразу скажу, что удобно. У меня были и другие крепежи для фотоловушки. Были и вкручивающиеся, и прикручивающиеся к дереву, такие с шаровыми креплениями. Они все неудобные. Либо ты не нацелишь фотоловушку как тебе надо, либо они не держат. Но вот это прям сразу видно, я его еще не использовал, но я сразу вижу, что он будет очень удобный. Ну и сама фотоловушка. Она состоит из трех составных частей: внешней части, скажем, вот этого козырька, внутреннего бункера для корма и, собственно, самой фотоловушки. Сама фотоловушка представляет собой камеру, практически полную копию Santec Mini 301. Они габаритами даже взаимозаменяемы, но у Mini совсем другой угол обзора и фокусное расстояние, так что заменить ей вряд ли получится. Меню тоже стандартное, есть русский язык. Никаких уникальных настроек мной обнаружено не было. Все как у всех фотоловушек. И, собственно, сразу хочу рассказать о минусах данной конструкции. Их немного, но они есть. Первое, что мне не понравилось, это то, чтобы подсыпать корма, необходимо разбирать всю конструкцию. Можно было бы в крышке сделать какой-нибудь лючок. Не думаю, что это усложнило бы конструкцию, но сделало бы жизнь проще. Далее, касательно всей конструкции, все три составных части закрепляются одним крепежом. Это тоже неудобно. При разборке все разваливается, при сборке сложно попасть в пазы, так что для этого нужен некоторый опыт. Также и с камерой. Чтобы проверить настройки или поменять батарейку и флешку, приходится разбирать всю конструкцию. И еще один минус, но это скорее брак конкретной фотоловушки. Сейчас вы увидите на видео. У нее немного смещена камера в корпусе ловушки, и поэтому мы видим справа в верхнем и нижнем углу черные области. Я разбирал, но исправить не удалось. Это не критично, лечится кадрированием при монтаже, но неприятно. Ну а теперь о приятном. Поговорим о плюсах данной камеры. Самый большой и жирный плюс, я считаю, это качество видео. Как вы видите на примере, оно достаточно неплохое. Да, конечно, это не идеально, но для фотоловушки данного ценового диапазона это более чем хорошо. Сама по себе камера маленькая, что тоже очень удобно, и скорее всего использовать я ее буду без стандартной кормушки. Я бы с радостью купил отдельно еще несколько таких камер. В общем, за свои деньги камера очень неплохая. Птиц снимать хорошо, кадры получаются красивые. И ценник достаточно демократичен. Думаю, нужно купить еще. Спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. Тогда уж и лайк тоже поставьте. Подписывайтесь на канал.
Подписывайтесь на другие мои соцсети и ресурсы по ссылкам в описании. Всем пока, всем удачи!